Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш и серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами разберем инструмент нож и различные команды на узлах, которые позволяют нам соединять контуры, либо разделять их. До этого мы рисовали в основном буквы, которые созданы из прямых каких-то отрезков по диагонали, либо по горизонтали, либо по вертикали. Ну и буква О у нас собрана из овалов. Есть еще буква U и D, которые вы, возможно, нарисовали, возможно, нет. Но в любом случае, в этом уроке мы с вами разберем инструмент нож и ножницы. И для того, чтобы наиболее наглядно это было можно продемонстрировать, я буду пользоваться как раз буквой D и буквой U. Мы попробуем сейчас из нескольких разных букв собрать одну, то есть склеить их, как-то повзаимодействовать с контурами. Сделать букву D несложно, поэтому откроем ее, я удалю вот этот контур. И теперь для того, чтобы нам ее собрать, нам нужно взять букву H и букву O. Поэтому включаю текстовый режим, пишу H, букву O, посередине у нас D. Мы ее не видим, потому что она не нарисована. Теперь для того, чтобы нам создать ее, нам нужно взять вот эту вертикаль и половинку буквы О. В первую очередь давайте скопируем контур зажатым Ctrl, кликаю рядом с вертикалью, и она у меня выделяется красным цветом. Я отключу слой инстанс, чтобы он нам не мешал. Вот, Ctrl-C, Ctrl-V. И теперь нам нужно будет скопировать половинку контура буквы О. Ctrl-C, Ctrl-V. Так, что мы видим? Видим здесь у нас, нам нужно ее обновить, поэтому где-то здесь у нас находится фонд Update Glyphs. Вот, все, она у нас стала на место, потому что здесь у нас формула стоит, и она, соответственно, отталкивается от крайней вот этой точки, от этого узла. Вот, сохраняемся. И теперь нам нужно разобраться с этой вертикалью. Для начала посмотрим, как мы можем с вами редактировать вот эту вертикаль. Существует несколько способов. Первый и самый очевидный — выделить вот эту часть контура и нажать Delete. Или же можно точно так же ее выделить и нажать Ctrl-X. Можно выделить ее, нажать Backspace, но тогда у нас поломается контур, потому что Backspace удаляет лишние точки. Это видно, например, вот здесь я сейчас добавлю несколько точек. И вот теперь, так, если я выберу, отключу Font Audit, вот, если я выделю, нажму Backspace, то у меня контур не разорвется, а, скажем так, удалятся лишние узлы, а вот если я нажму Delete, то контур у меня порвется. И тут есть принципиальное отличие между программой на Windows и на macOS. На macOS нету клавиши Delete, ну, точнее, там и Backspace, и Delete, они, по сути, примерно одинаково работают. Поэтому там я привык вырезать то, что я здесь, нажав клавишу Delete, сделал. Там я просто привык вырезать. Поэтому иногда я просто так и пользуюсь. Ctrl-X, он просто удаляет то, что мне не нужно, и оставляет только нужные части. Если мне просто нужно удалить узлы, я и на Mac, и на Windows жму Backspace. Вот, то есть не ломается основной контур. То есть наша задача сейчас разобрать вот этот контур так, чтобы мы смогли его совместить вот с этим полуовалом. И для этого у нас с вами есть несколько способов. Во-первых, давайте добавим точки примерно на уровне того, что у нас есть. Выбираем инструмент нож и ставим на уровне с вот этой точкой, нам подсказка есть, новые узлы. И вот теперь мы можем по-разному их разобрать. Первый способ — это разломать их, скажем так, вот эти узлы. Как мы это делаем? Выбираю точку правой кнопкой Node и Break. И он у меня разорвал его. То есть это примерно то же самое, что если я сейчас их соединю, если я просто его нажму Delete на этом узле. То есть это одна и та же операция. Ctrl-J, она у нас их склеивает, делает join. Вот, то есть Break разрывает контур, но при этом узлы с двух сторон сегмента сохраняются. Поэтому я жму Break, и вот они у меня появились. Я могу вот так вот отодвинуть. И вот здесь тоже могу сделать Break. И точно так же сегмент у меня вот независимый. Вот, это первый способ, как можно его
разделить. А как их соединить, я вам уже показывал. Мы просто можем выбрать два вот этих контура, выбрать Node, Join, и теперь они у меня соединились. Если они находятся рядом, и, допустим, вот я сейчас их сделаю на одной высоте, вот мы видим, что контур разорван, но при этом здесь у нас два разных узла. Я могу выбрать оба узла, выбрать Nodes, Join. Они у меня соединились. Второй вариант, если вдруг они у меня находятся в разном месте, так вот, я могу просто один навести на другой, он у меня автоматически приклеится. Вот, это второе, что мы можем в пункте Node сделать. Дальше, если, допустим, мы возьмем ситуацию, когда у нас есть буква, например, H, мы можем сделать loop corner. Что это такое? Я сейчас их склею. Вот, они у меня есть. У меня задача превратить вот этот узел в такой, сделать с петлей его. В общем, я могу вот такой угловой выбрать узел и выбрать пункт loop corner. Теперь вы видите, что вот здесь у нас узла нет, но зато появились два вот таких. Зачем это может быть нужно? А сейчас я вам покажу. Я сейчас открою букву Е, и там это очень-очень будет полезно. Вот у нас буква Е. И здесь мы видим, что такой loop corner позволяет нам сохранить вот эту непрерывность, вот эту плавную линию. То есть вот это расстояние в 100 единиц и вот это расстояние в 100 единиц между узлами у нас сохраняется. Если бы я, допустим, сейчас возьму и вот так сделаю. Вот, видите, он у меня склеился. Теперь при вариативности оно будет не очень красиво все интерполироваться. Вот, и в таких случаях нужно исправить эту проблему. Поэтому мы делаем вот что. Node, loop corner. Восстанавливаем вот эту, скажем так, петлю, которая позволяет нам сохранить общую вот эту кривизну. Вот, а здесь у нас все поломалось. Почему? Потому что здесь у нас нету... Вот, сейчас я посмотрю вот здесь. Вот, видите, у меня как эта горизонталь, она независима абсолютно. А здесь у меня ее нет. Нам нужно ее восстановить, и сделаем мы это чуть попозже. В общем, второе, что нам нужно знать, в подменю Node мы можем выбрать loop corner. Тогда они у нас превратятся вот в такую петлю. То же самое у нас должно быть в панели Node. Да, вот это, скорее всего, оно. Мы можем здесь unlink сделать, можем... loop corner мы здесь не можем сделать. Ну, ничего страшного. В общем, нам это не очень сейчас интересно. Вот здесь мы делаем тоже loop corner, если требуется. Вот, и переходим дальше. Что мы еще можем сделать с узлами? Мы можем его разорвать. Вот это тот случай, когда наш контур превращается в фильтр FontLab, поэтому выбираем пункт Unlink Corner. И что мы видим? Мы видим, что в целом произошло почти то же самое, только теперь у нас контур разорван. Но при этом, что здесь я могу вот так его двигать, что здесь я могу его двигать. Зачем это нам нужно? Если мы посмотрим на панель элемент, мы увидим, что здесь у нас вот такая иконка Fill Tool. Это инструмент Fill. Вот. Это такой фильтр FontLab, который позволяет нам, собрав разорванные между собой элементы, сегменты контура, собрать полноценную букву. Это нам пригодится, когда мы в дальнейшем будем рисовать букву, например, C, либо букву S. Вот, то есть моя задача сейчас в этом уроке показать, что в целом все вот эти манипуляции вы можете делать из выпадающего меню. Вот здесь это недоступно, потому что это на одной линии находятся узлы. Но так или иначе, один из способов, как можем мы разорвать наш контур, это либо комбинации клавиш использовать, либо использовать пункт под меню Node. Это мы с вами разобрали под меню самого узла. Но вернемся к инструменту нож. И с помощью него мы можем на контуре ставить неограниченное количество узлов. И если мы протянем вот так нож, то мы на всем, что попадает под него в текущем выбранном элементе, поставятся точки. Если мы выберем этот инструмент, зажмем Ctrl, то вот смотрите, у меня пунктирная линия, если я зажму Ctrl, она превращается в такую плотную. Если я сейчас зажатым Ctrl отпущу мышь, то у меня вот этот контур разделится на два. Вот, то есть есть два режима работы инструмента нож.
У инструмента нож, как и у инструмента Control Tool, есть подменю, поэтому выбираем инструмент нож, 2 раза кликаем, появляется вот такое подменю. Оно нам как раз таки позволяет сделать все то, что мы сейчас с вами делали. То есть либо разорвать контур, либо его, вот видите, он либо полностью его разрывает. Сейчас зажму Ctrl-A, Ctrl-J, чтобы все соединить. Либо он может его разделить, как мы сейчас это сделали, либо может просто новые точки создать. Все это можно сделать и с клавиатуры. Зажимаем Ctrl, можем так. Надо отключить. Зажимаем Ctrl и можем, вот видите, переключить режим. Если зажмем Alt, то включим режим, который разрывает текущий контур, то есть он полностью разрывается. Зажмем Ctrl-A, Ctrl-J, чтобы соединить все открытые контуры. То есть операция Join, и вот мы его снова соединили. Сейчас я вот это все Ctrl-X вырежу, нажму Ctrl-J, и у нас выделю вот эти два узла, нажму Ctrl-J, соединю их, и выделю вот эти два узла, Ctrl-J, соединю их. Теперь можно удалить все лишнее. И в общем мы с вами разобрали, как работает инструмент нож в FontLab, его поднастройки и так далее. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовый фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.